все мое существо, и каждое слово, оно ложилось на благодатную почву. Вот все, о чем он говорит, такое ощущение, что мы уже давно знаем, но мы вспоминаем. И я очень благодарна мастеру, учителям, и Вену, и Гопалу, и всем, кто приезжает сюда, кто несет свои знания и свет в Украину. Благодарю вас. Будьте долго здоровы. Счастья вам. Добрый день. Меня зовут Людмила. Я из города Винницы. Хочу от всего сердца поблагодарить Ананта Кришну, Гопала, Веду за то, что в период Кали-юги вы помогаете нам оставаться людьми и вспоминать те знания, которые есть у каждого. Спасибо вам огромное. Очень рада видеть всех-всех-всех. Мы уже вижу не первый раз. Спасибо. Меня зовут Наталья, я из Винницы. Так сложилось, что на курс духовности меня привела моя подруга, мой учитель, моя сестра Наталья Петровна Давыдова. И она разглядела Ананту для нас всех. Она его увидела на конференции Теософского общества и всем нам сказала: вот за этим учителем вы будете идти. Мы следуем уже не один год по этому пути. Мы счастливы видеть наших учителей в Украине. Мы счастливы, что как бы сложно ни было, семинары продолжают существовать, жить. Я очень сегодня искренне рада, что нас увеличилось, что нас много, будет еще больше. Это значит то, что это семя прорастает, что каждый теперь приводит своих друзей, своих близких, своих учеников, своих клиентов. И мы становимся одним большим целым. По сути, ради этого и стоило было родиться, чтобы нести вот такую красивую миссию. Хочу попросить англоговорящих девочек, еще раз, пожалуйста, встаньте. Анастасия, please. И Ирочка, вот Танюша, наша несменный переводчик, пожалуйста, обращайтесь к ним. Они с удовольствием вам будут помогать коммуницировать с нашими учителями. Потому что они тоже должны иметь обратную связь. Ну и пусть Всевышние силы нам помогут провести семинар на очень светлых, любящих нотах, и чтобы мы из него вынесли все как можно больше, а учителям было комфортно с нами работать. Yeah, that's all. I am very happy that to meet all of you, and every one of you, I feel that you are very much devoted and having good heart. And this is very necessary for the group work. Я очень рад всех вас видеть здесь. И я чувствую, что вы очень преданные люди, и у всех из вас добрые сердца. А это очень важно для групповой работы. And so I myself and my brother's son Venu and my sister's son Gopal. So we are very happy, very comfortable because you are all taking care of us.
Сам Ананта Кришна, его, как он говорит, сын, Вину, и Гопал, его племянник, они очень рады быть здесь, и они очень комфортно себя чувствуют из-за поддержки и заботы, которая проявляется здесь через людей. So we feel that we are among our family members here. Они чувствуют, как будто бы они находятся среди своей семьи, членов семьи. So the subject which we are going to study is such a subject which brings the unity of our individual existence with the universal light. Предмет, который мы собираемся с вами изучать, это предмет, который вносит общность и обобщает нас с вселенными законами. And it leads us towards a group consciousness. И ведет нас через и к групповому сознанию. Because it is very much needed for every human being. Потому что это то, что очень нужно для каждого живого существа. That from the level of an individual, А именно с уровня личного, индивидуального, we have to grow into the soul level мы должны of consciousness, постепенно расти до уровня осознания души. and that can be possible when we gradually step up into the group work and group consciousness. И это возможно, если мы постепенно становимся на путь групповой работы и группового сознания. When we get into the group living, Когда мы приходим к групповой жизни, групповой работе, then we can cross so many limitations. мы таким образом можем пересечь очень много ограничений. Then our existence is no more just as an individual, but in one group existence. И тогда наше существование, оно не единично, оно не индивидуально, но оно постепенно превращается в групповое существование. Then only we can experience the real happiness in its true sense. Только таким образом мы можем переживать и испытывать настоящее счастье в настоящем его понимании. The study of the science of yoga itself Сама наука йоги is to lead us to that real experience of happiness, ее сутью является привести нас к настоящему ощущению счастья, where we are free from the limitations, где мы не ограничены ничем, где мы выходим за рамки ограничений. we get out of the bondage of self-conditioning. Мы выходим из определенных рамок, которыми мы обусловлены. That is the very aim of our entering into the study of yoga. Это основная суть и основная цель обучения йоги. Because even after attaining the human birth, Даже после того, как мы рождаемся, как мы получаем человеческое тело, in course of this journey,
of the soul, на протяжении всего пути души we want we want to get into the experience of happiness, мы хотим испытать, мы хотим пережить счастье. but due to the limitations Но так как мы ограничены and self-conditioning, и обусловлены, due to the activated lower nature in us, так как в людях преобладает, так скажем, низшая природа, низшее проявление, we are not able to enter into this higher nature in us. Therefore, we feel very much conditioned and in tension and not free. и мы не можем так легко перейти в этот верхний уровень сознания из-за личных ограничений. Поэтому это целый путь, не так просто. So the word yoga itself denotes Само слово йога означает a union of our individual consciousness with the universal consciousness. это объединение нашего личного сознания с сознанием Вселенной. Our individual consciousness is a part of the universal consciousness. Наше личное сознание — это часть вселенского мирового сознания. But as long as we are not awakened or activated, we have no experience of this universality. Но до тех пор, пока мы не пробуждены, мы не можем испытывать, мы не можем иметь опыта объединения с этим высшим разумом, высшим сознанием. In fact, the human life, the human birth itself it is a very good opportunity given by nature. По факту, само человеческое рождение — это уже очень большой шанс и большая удача для личного развития. Among the other kingdoms, the mineral, the plant and the animal, the human kingdom is a good opportunity, it is not a privilege. Среди разных царств, как, например, минералы, животные, человеческая форма жизни — это та, которая имеет наибольшее количество возможностей. Не привилегий, но возможностей. Mostly it is misunderstood as a privilege. Чаще всего человеческую форму жизни рассматривают как привилегию над остальными царствами. And this misunderstanding leads us to self-conditioning. И это непонимание, неправильное понимание, оно нас приводит к обусловленности. When we feel privileged, then we cannot have a good experience, a harmonious experience. Because we get conditioned, we ourselves conditioned by us, not by anybody. Когда человечество считает себя особенным, каким-то особенным видом, оно себя загоняет в определенные рамки. И оно себя обуславливает этим. И таким образом оно себя отделяет от остальных видов. So that is the difference which you find when we observe between, when you see other kingdoms like plants and animals, they stay natural there. There is no such conditioning in those entities. И мы можем наблюдать, что, например, как растения, так и животные, у них нет каких-то особых взглядов касательно себя, и они живут очень природным, естественным образом. So we have passed all those stages, but after attaining the human birth, then what happened?
why we are not able to be so natural in our experience like those entities, even though we expect ourselves to be more evolved than those entities. Мы проходим какой-то определенный путь развития, и вот мы рождаемся человеком, но почему даже при этом у нас возникают трудности с тем, чтобы чувствовать себя естественно и природно? Почему так происходит? This is because nature has given freedom to the human being. Так происходит, потому что природа, она дает выбор, свободную волю человеку, человечеству. And unfortunately, this freedom is not properly used as expected. Why it is given to us? Ну и, к сожалению, вот эта свобода выбора, она не используется во благо людьми. So, a misuse of this freedom, it is the reason, it is the cause for getting into self-conditioning. Это неправильное использование природы, оно и приводит к тому, что человечество попадает в определенные рамки сознания. So it is necessary for the human being to make an effort to get out of this self-conditioning. Ну, и следуя из этого, человечеству необходимо прикладывать определенные усилия для того, чтобы выходить за эти рамки, созданные им же. That is the real meaning of liberation. Это и есть основной сутью и значением освобождения. So liberation is not something anywhere else, but it is within ourselves. All what is conditioned by our misunderstanding, we have to get out of this conditioning. That is liberation. Освобождение – это не свобода от чего-то навязанного извне. Это то, что есть в середине, внутри нас. And to get out of this conditioning and to get liberated, which is the best path to take, to follow. И для того, чтобы освободиться, да, пройти этот хороший, красивый путь освобождения, It appears that there are many paths, but in fact there is one real path which leads to that state of liberation and freedom. и вот, желая освободиться, мы видим очень много разных путей, которые могут к этому привести. Но по сути есть только один настоящий истинный путь. That is the path which is always given in all the scriptures. Это путь, который всегда дается всеми священными писаниями, текстами. And all the teachings of the scriptures, И все учителя этих писаний, they are the record of the revelations what were received by the highly evolved beings. и все эти тексты — это определенные послания от высших существ нам. So this wisdom which you find in all the scriptures, this is an impersonal wisdom and it is eternal wisdom. И вот эта мудрость, которая запечатлена в священных писаниях, это не персонифицированное, это не личное знание, это то, что передано высшим разумом. So it is a wonderful gift of the forces of nature that all this wisdom which is eternal is received by those highly evolved beings as revelation, and it is recorded, and these records are made available to us. Это большой
чудесный подарок нам от сил природы, эти вечные знания, которые вот пришли к нам через высший разум. So this is the light of wisdom which you can find in all the scriptures. Это свет знаний, свет мудрости, который может быть найден в священных писаниях. And this wisdom is what is called Veda. И эта мудрость называется Веда. So this is an eternal wisdom coming from times immemorial, and it is beyond any sort of limitations of race or religion and all this. Это вечная мудрость с незапамятных времен, которая не имеет ни религии, ни веры, имеется в виду ни какого-то определенного течения. Это просто вечное верховное знание. And in these records you find it is given how we are connected to all this universe. В этих писаниях можно проследить, как каждый человек сам связан с Высшим. And how all these forces of nature are working in us also. И как все силы природы, которые нас окружают, как они с нами взаимодействуют. And how we form the part of all this higher experience and higher living. И то, как мы соотносимся с вот этим высшим опытом. And since through some births, when we live in this conditioning, so in any birth we will start an effort to get out of this conditioning and to get into that realization experience. С тех пор, как мы проживаем свое какое-то количество жизней, у нас каждый раз есть особая возможность для того, чтобы выйти из рамок вот этих условностей, которые люди себе создали. Then we have to get into this, what is called yoga. This yoga is found in the scriptures in the form of instructions and procedures which you have to follow. И для того, чтобы попасть на этот путь освобождения, мы должны найти знание о йоге, которое дает понятие того, как освободиться. И там есть определенные инструкции и определенные правила, как это делать. So this science, you can call it a science of this yoga, which you find the origin from the scriptures. И эта наука, которую мы называем йога, ее источник — это священные писания. That is given from time to time in a very scientific manner by the masters, by the rishis. И эти знания время от времени даются людям великими мудрецами, ришами. In a very straight and simple manner. В очень простой, понятной, прямой форме. It is most practical science. Это очень практичная наука. There is no much theory, but more practice. Там практически нет теории, но есть в основном только практика, практичный совет. The only thing is, since now, in the present time, we hear so many types with so many names, so many yogas. Единственное, что сейчас происходит, мы имеем очень много разных течений, разных названий, понятий о йоге. Therefore, people get more confused. Which of the yoga we have to follow like this? И люди часто становятся озадачены, каким путем идти, где найти эту настоящую йогу. But the word yoga itself denotes unity or unification. Then
How can you say that there are many yogas? Yoga means only one. Йога, слово йога означает соединение личного, конкретного человека с высшим разумом. Тогда как же может быть много йог, много различных путей, если он един? For example, the Lord says, and when you find in Bhagavad Gita, the Lord says to his disciple that I have initiated the sun god into this synthesis. Yoga. Yoga means synthesis. Например, Бог в In Bhagavad Gita. Бхагавад-гите говорит, что он инициировал Бога Солнца для того, что он посвятил его в йогу. Yoga means synthesis. Да, So he said, I have initiated the sun god into this synthesis. Он посвятил Сына Бога в йогу, то есть, а йога означает синтез, то есть соединение. So therefore, this yoga it has originated from the Lord himself, and therefore the Lord from time to time he gives this out directly when he manifests, incarnates, and also through all these rishis. Йога, она изначально была дана Богом, и на Земле она время от времени проявляется через мудрецов, через чистых людей, а также таким образом, когда Бог сам лично является на Земле. So therefore yoga is necessary for every human being. Ну и таким образом йога, она необходима каждому человеку. So yoga is just not only something which is to be practiced for a certain period of the day or for a certain period of time, but it is not just a limited aspect. It is something. Yoga is an attitude. More precisely, it is an attitude of life. Йога — это не какое-то явление, которое мы можем практиковать какой-то период, какое-то количество дней. Это наше отношение к жизни. The purpose of entering into the practice of yoga is Сама задача и суть нашего проникновения в науку йоги, постижение йоги, to get stabilized into yogic way of living. Суть в том, чтобы себя, скажем так, стабилизировать в этом пути, сделать йогу своим ежедневным спутником. So, yoga should not be always continuously to be just in practice, it should transform into yogic life. Йога — это не только ежедневное практическое повторение чего-то, это то, что переходит в образ жизни человека. So, this word yoga is a comprehensive word. It includes Слово йога, оно очень обобщающее и много в себе всего разного содержащее. It includes yoga practice, Оно включает саму практику йоги, and it culminates into yoga jivana, means yoga living. и вот эта йога-практика, она прогрессирует. Занимаясь практикой, мы переходим в йогическое сознание. Способ жизни. Йога как способ жизни. That means every moment of your life you Это, should live in yogic state. это означает, что каждый момент жизни мы можем и должны жить в состоянии, в йогическом состоянии. So what change you can expect after getting into yogic path? И давайте посмотрим, какие изменения нас могут ожидать, если мы становимся на путь йоги. There are
so many whims and fancies about this